Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале корпорации «Зеленая планета». И сегодня у нас на обзоре целая ферма за 37 белорусских рублей, что в эквиваленте 15 долларов. Итак, в едином реестре недвижимости я нашел предложение о продаже фермы. Фермы коровы тут были, наверное. Ну, сейчас будем смотреть. Вот, за 37 белорусских рублей. И если повезет, ну, конечно, это не дом за базовую величину. Тут есть определенные условия. Тут это ферму, естественно, не переделать под жилье. Но можно сделать какое-то предприятие. То есть для коммерческих целей можно взять за 37 белорусских рублей. 15 долларов в эквиваленте. Итак, тут идет водонапорная башня. Не знаю, действующая или нет. Вот такой вот банничек тут. В принципе, состояние еще ничего не разваливается. Крыша нормальная. Конечно, заварено все, не зайдешь. Вот, немножко все заросло травой, не хочется по траве ходить, клещей много сейчас. Вот даже заборчик огорожен. Вот в таком вот состоянии. Здесь у нас что? Здесь у нас не знаю что. Вот. Два гаража, ну как бы ангарчик такой, там гаражи или что могут быть. Вот. Территория, ну тут огорожена забором. Там уже дальше колхозные поля идут. Ну, в принципе, состояние даже очень ничего. Крыша не проваленная нигде. В нормальном состоянии. Вот. Тут даже оборудование какое-то. Сейчас посмотрим через забор, что тут есть. Через решеточку. Бойлер висит. Тут, наверное, да, молоко собирали или что, весы. То есть тут еще даже... Сейчас фокусируется. То есть как бы тут еще оборудования всякого куча. Один бойлер стоит 100 долларов. А тут целое здание за 15. Вот такое вот состояние вполне себе. Надо попробовать выкупить. Надо подумать, что можно сделать с этим. Вот в таком вот состоянии, через окошечко заглядываем. Тут облюбовали себе ласточки. Вот такая вот крыша. Ну, наверное, она подтекала, и ее, получается, накрыли шифером. Сверху, я так понимаю, это молоко шло, то есть коров доили непосредственно, ну, здесь в стойле, или как там это правильно называется. Вот. Итак, здание в принципе нормальное, можно взять, попробовать заехать в сельсовет, узнать условия. Ну, тут условия, в принципе, скорее всего, будет аукцион. Хотя можно и попасть так, чтобы купить за базовую величину. Я вот, например, писал заявление на домик. Вот, ну, еще один человек написал заявление, поэтому домик будет в аукционе.
Вот с блоков вот такой вот как бы ангар, гараж выложен. Тут закрыто на замке. Вот в таком вот состоянии ферма. Ну, можно сделать что-то, я не знаю, да что угодно. Кто-то лесопилки делает, кто-то еще что-то. В таких фермах грибы, знаю, вешенки выращивают. Да, в принципе, если взять за такие деньги, то уже можно придумать, что с ней делать. Вполне себе в приличном состоянии, я вам скажу. Вот тут кто-то лазил 100%. Вот пенечек стоит под окошечком. Ну, естественно, вот крыша, ну да, она как бы, наверное, текла, и шифером ее заложили. Вот так для вешенок, для выращивания грибов вешенок, это самый классный вариант. Вот. О, туалет даже имеется. Вот. Ну а дальше уже тут все травой заросло по пояс, даже выше, по грудь мне. Капец тут травы. Вон деревня сразу. Поля, вот кукуруза. Плиты перекрытия. Все в нагрузку. Тут эти плиты продать. Даже бэушные уже можно заработать денег. Ну, повторюсь, обязательное условие какое-то коммерческое. Ну, скорее всего, что с предоставлением рабочих мест. Но если она идет, ну, заеду в сельсовет, узнаю. В принципе, вариант очень неплохой. Тут можно сделать сейчас модные улиточные фермы. У нас начинают уже открывать. То есть тут место есть, где поставить и на лето, и на зиму. Ну, может, для улиточных ферм и мало места, но для вешенок, для грибов выращивания вполне достаточно. Создать соответствующий климат и супер помещение. Вот. Где еще такое здание с куском земли, со своей водонапорной башней, электричество, вот тут все новое подведено. За такие деньги где ты возьмешь. Так что этот вариант хочу рассмотреть. Возможно, если там не будет слишком много желаний. Тут в чем как бы фишка. Тут сначала рассматривают вот такие вот здания коммерческие, скажем так. Сначала рассматривают местные жители, то есть с деревни там или там с ближайших городов. Вот. Как бы еще такая общереспубликанская информация об этом здании нет. Есть только там на район определенный. Там каждый месяц такие брошюрки в каждом сельсовете приходят. Вот можно заезжать в сельсовет и просить эти брошюрки о коммерческой недвижимости, вот, которая продается с аукциона либо без аукциона за базовую величину. И в сельсовете вам книжечку дадут. Вот я заехал. Я езжу тут по окрестностям своей деревни. Куда заеду, посмотрю, то сюда. Вот сейчас вот заехал в сельсовет, говорю, есть что-нибудь? У вас, может, ферма что-нибудь продается? Да, говорят, есть. Вот, пожалуйста, там-то, там-то. И вот я приехал сюда, смотрю. Очень даже как бы достойное состояние. Я думаю, что надо брать. Но опять же, тут будет как бы, ну, сначала пишешь заявление. Вот. Если в течение месяца не будет претендентов,
то ты берешь за базовую величину. Если будут прецеденты, то ферма выставляется на аукцион, будет проводиться аукцион, и уже там за какую-то определенную сумму можно это выкупить. Но повторюсь, как бы даже за 1000 рублей, за 2000 рублей, ну, грубо говоря, там $500, $1000, я думаю, ну, для коммерческих целей это очень вполне, чем за аренду отдавать. Это уже, получается, будет в собственности. Вот. Можно приобрести и как бы платить только налог на землю. Но это каждый платит раз в год там за электричество, за воду. Пожалуйста, вот можно сказать готовый бизнес. Ну как готовый бизнес, конечно, тут вложить денег еще надо много. Ну как вариант для выращивать вешенки, вот, например, это у меня есть знакомый в Бресте, тоже под Брестом, вот в такой вот ферме выращивает грибы. И довольно-таки неплохо зарабатывает. И, ну да, конечно, первоначальное вложение надо определенный климат, надо определенное оборудование. То есть, как бы, это не то, что просто взял, посадил грибы, и они те выросли. Нет, надо вложить, конечно. Но сам факт, что за $1000, грубо говоря, или либо за 37 рублей белорусских, за $15 ты приобретаешь недвижимость в собственность, вот, с куском земли. Ну, земля, наверное, скорее всего, у нас собственность нельзя будет эту приобрести, будет, скорее всего, аренда там на может, каких-то 50 лет, не знаю, ну, с продлением. Но сам факт, что можно приобрести и вложить, да, вложить немного денег и заняться каким-то бизнесом, это вполне себе достойный вариант. Поэтому я попробую, конечно, заехать, разузнать все более подробно. Я уже приехал в такое к вечеру, ну, к 5 часам, к закрытию. Поэтому там не хотелось там сильно задерживать людей, расспрашивать. Вот, заехал, посмотрел, вполне все устраивает. Ну, ничего не валится, не рушится. Вот. Крышу даже, я смотрю, вот тут новые листы шифера, если где-то проходилось. То есть перекрыта крыша, новая проводка получает. Ну, вернее, подведено. Вот новые столбы стоят. Вполне себе, очень даже хорошее такое здание. Поэтому я рассмотрю это для будущего своего, возможно, какого-нибудь проекта, если все получится. Конечно, хотелось бы его взять недалеко от меня, где я живу. Ну как недалеко, относительно, там 20 километров. Вот, но узнаю все условия. Вот, если там не сильно какие-нибудь замудренные, то постараюсь выкупить это здание. Мне оно очень понравилось. Вот. На этом буду заканчивать. Вот такое вот здание можно приобрести за $15. Вот, с вами был канал корпорация Зеленая планета. Мира всем, любви, добра, удачи, счастья, позитива. Пока!